Всем привет, с вами Банана Мастер, и сегодня мы делаем домашку по 8-му уроку. Перед уроком я уже создал всю верстку, которая потребуется мне для урока. И также подключил все, что мне нужно в JavaScript, чтобы не тратить на это время. В первой задаче мне нужно было создать две переменных. Переменную u1 со значением 6 и переменную u2 со значением 3. Далее мне нужно в div визуально вот сюда вывести сумму этих значений. Значит, мне нужно вывести в этот div. Этот div я уже первично создал и подключил, поэтому буду писать только логику. По нашей логике я беру переменную out1, это наш div, и говорю, что твой текст теперь будет равняться другому значению, а именно первая переменная плюс вторая. Во второй задаче мне в HTML нужно создать div с текстом hello. Я это уже сделал и подключил его в JavaScript. В этой задаче мне к этому тексту с помощью JavaScript нужно добавить слово мастер и написать это в сокращенном формате. Ответ на это я буду писать ниже под подключением, и там напишу следующее. Возьму дивчик, возьму его текст, к старому добавлю новое в сокращенном формате, это плюс равно, и скажу, что я добавляю слово мастер. По итогу я увижу, что у меня появилось слово Hello Master. Если я хочу, чтобы Hello и Master писался раздельно, а по задаче они должны быть раздельно, мне нужно добавить пробел вот сюда. Вот он. После добавления этого пробела мы уже решили задачу. Для следующей задачи мне потребуется input, div и кнопка. Эти теги я точно так же уже здесь подключил и создал вот тут. Вот они. Мне осталось только прописать логику. Логику буду писать в теле функции. Также, видите, я сделал саму функцию и подключил ее к кнопке. По задаче я буду в поле ввода вписывать какую-либо цифру и кликать на кнопку. После клика я ниже должен буду увидеть эту цифру, умноженную на 10. Для решения этой задачи первое, с чего я начну, это получу значение из поля ввода. Сделаю переменную v3, возьму imp3.value и такой строчкой получаю значение. Далее вывод на экран. Вывод это я беру наш out3 и у него inner.html и говорю, что я вывожу v3 умноженную на 10. Когда мы захотим это протестировать, я напишу сюда там 12 и нажму на кнопку, или давайте 5 и нажму на кнопку. Увижу, что все работает успешно. Очень внимательные зрители заметят, что я вот это значение не переобразовывал в число. Но на экране оно все равно считалось математически. То есть тут было умножение. Это связано с тем, что я здесь полагался на умножение, а именно на его особенность. Кто помнит, скажет, кто забыл, напомню. Такие операторы, как умножение, деление, вычитание, в программировании выполняют два действия. Первое, преобразовывают левое и правое выражение в число, а второе действие это уже математическое, то есть фактическое умножение. Именно из-за того, что само умножение преобразовывают в число, мне сюда плюсик ставить не нужно. Задача 4 уже намного сложнее. Мне там нужно будет что делать? Брать текст из поля ввода и при клике выводить его ниже. Но не просто слово Алекс выводить, а под этот текст создавать еще целый тег, th1. То есть при клике на кнопку я ниже буду создавать новый HTML-овский тег
и в нем уже будет текст из нашего поля ввода. Наше решение начинается с того, что я получу значение из поля ввода. Это для вас уже такая, знаете, стандартная процедура должна быть. Очень часто получаем эти значения из полей ввода. И вот ниже я начну писать уже чуть-чуть более сложную конструкцию. Значит, мне нужно вывести это в div, то есть в этот div. И это говорит о том, что я возьму дивчик и его inner.html. В него буду присваивать следующее. Тех h1 плюс наше значение из поля ввода плюс закрывающий тех h1. По итогу этого решения, когда я впишу какой-либо текст в наше поле ввода и нажму на кнопку, я увижу, что у нас наш тег h1 создался, и в нем даже есть тот текст, который был в поле ввода. Видите, я навел, и сверху пишет h1. Ну или давайте кликну, вот тоже увижу h1. Это говорит о том, что мы задачу сделали верно. В нашей следующей задаче мне нужно уже два поля ввода. Вот они. И эти два поля ввода я уже подключил на нашу страничку. Ответ в теле функции. Значит, по задаче я буду вписывать в первое поле ввода первую цифру, во второе поле ввода вторую цифру, и при клике на кнопку ниже выведу сумму этих двух цифр. Ну, в ответе это должно получиться 14. Если я буду работать с этими цифрами, мне эти данные нужно получить. Я так и делаю две переменные, одну под первое поле ввода, вторую переменную под второе поле ввода. Сумму этих цифр нужно вывести в наш div, поэтому я пишу out 5, и его текст будет равняться значению из первого поля ввода плюс значение из второго поля ввода. В такой записи это будет почти работать. Что значит почти? Это если я введу сюда тройку, а во второе поле ввода семерку, то при клике я не получу 10, я получу 37. Такое поведение говорит мне о том, что вот здесь нет математики, так как кто-то из них или оба строка. И мы вспоминаем некоторые слова из нашего урока. Когда я забираю что-либо из HTML-странички, это почти всегда строкой. Даже если визуально выглядит вам как число, это строка. И значит, что вот это значение равняется строке. Чтобы преобразовать его в число, я вот в начало, вот сюда поставлю плюсик. Именно этот плюс сделает то, чтобы у нас это значение сразу же преобразовалось в число. Точно такое же действие мне нужно сделать и для второго поля ввода. И уже после этих коррекций, когда я что-либо впишу в наши поля ввода, а именно в первое тройку, во второе семерку, то при клике я получу 10, то есть математику. Это говорит о том, что мы задачу написали верно. В следующей задаче нам нужно вот в это поле ввода вписывать какой-либо текст и при клике на кнопку создавать параграф с этим текстом внутри. Но не просто создавать параграф, а чтобы он создавался при каждом клике. То есть я написал Алекс, нажал на кнопку, у нас здесь ниже уже есть Алекс. Я напишу Роберт и нажму еще раз на кнопку, и у меня уже будет на экране Алекс ниже Роберт. Это означает то, что мы будем к старому значению добавлять новое. Решение этой задачи буду прописывать в теле функции. Первоначально получу наше значение из нашего поля ввода в переменную v6. И буду выводить это на экран. Если я буду выводить на экран, это я буду использовать out6 и в его inner.html. Мой первый шаг – это создание параграфа.
я ставлю строку и пишу что-то, что напоминает параграф. Между параграфами я буду вписывать значение из поля ввода, то есть это v6. Такой вариант даст мне почти полный ответ. И почти полный это означает, что если я буду его тестировать, я ввел первое имя, пишу второе имя, и оно сейчас, видите, заменило его. А мне нужно было, чтобы оно добавило ниже. Чтобы это исправить, я сделаю одно маленькое изменение. Вот сюда перед равно поставлю плюсик, один символ. И уже это действие полностью решит мне задачу. Когда я буду уже выписывать какое-либо имя, потом второе имя, эти имена будут добавляться ниже. То есть, видите, у нас логика начала совершенно по-другому работать, а все, что я сделал, я добавил вот сюда один символ. Это очень наглядный пример, что иногда один символ может кардинально изменить все наше решение. Именно поэтому, когда вы пишете код, будьте очень внимательны. Всматривайтесь в каждый символ. Ведь в одном символе может крыться все ваше решение. Переходим к седьмой задаче. Для седьмой задачи у нас уже есть вся HTML-структура. Это у меня есть input, кнопка и div, куда я буду выводить ответ. И также все эти элементы я уже в JavaScript подключил. В этой задаче мне нужно сделать следующее. Я буду в input вводить какую-либо цифру, и при клике на кнопку ниже должна произойти математическая операция. Число из поля ввода плюс 10. То есть в таком формате при клике на кнопку я должен был увидеть 30. Если бы я поменял здесь цифру на 45, то при клике я бы уже увидел 55. Для решения первым делом я получу это значение в переменную, переменная v7 и из поля ввода inp7. Ответ буду выводить в наш out7, в дивчик, а именно в его текст. И ответ будет выглядеть следующим образом. v7 плюс 10. Запись, которую я только что написал, она еще не полный ответ. Попробуйте внимательно рассмотреть это написание кода. Тут не хватает чего-то одного маленького символа, в котором кроется все решение. Я подожду пару секунд. И правильный ответ. Значит, вот это значение, которое я получил из поля ввода, оно идет строкой. Если это строка, то вот здесь произойдет склеивание строк. Но если я поставлю в начало плюс, я преобразую это выражение в число. И уже ниже, из-за того, что число слева и число справа, тут будет происходить математическая операция. Вот это полный ответ. И когда я вот сюда в поле ввода напишу циферку, видите, она уже мне все математически считает. При этом, ну, только для вашего примера, я уберу плюсик, и мы повторим это действие. В таком варианте, когда я буду вписывать сюда 45, при клике я буду получать совершенно другую цифру. То есть будьте внимательны. Я вот не первый раз пытаюсь намекнуть, что в каждом символе может крыться полноценный ответ. И если будет не хватать хотя бы одного символа, это может работать уже совершенно по-другому. Для задачи 8 мне нужен будет список. Этот список я уже тоже создал. Он у нас вот тут, вот он. В самой задаче нам нужно сделать так, что когда я буду вписывать в поле ввода какой-либо текст, при клике на кнопку мне нужно будет создавать элемент списка tag_li. То есть текст из поля ввода нужно будет оборачивать внутрь нового тега li, и его же при клике создавать.
Решение буду прописывать здесь и первым делом получу текст из поля ввода. Ниже буду создавать новый тег li. Для этого пишу вот так вот строкой тег li, открывающий. После открывающего добавляю текст из поля ввода. А далее мне нужно закрыть этот тег li. В результате этого это практически полноценный ответ. Сейчас, когда я буду вписывать какой-либо текст, нажимать на кнопку, я буду создавать элемент списка, но он будет у нас, видите, не добавляться ниже, а перезаписываться. Если я хочу, чтобы он добавлялся ниже, я добавляю плюсик, и все, этот оператор, этот один символ полностью решил нам задачу. И когда я буду тестировать, я вот вписываю первый элемент, какой-то другой текст. Каждый текст будет добавляться ниже. Так что будьте очень внимательны. Обращайте внимание на все символы. В программировании важно все. Для задачи номер 9 мне нужно будет создать в HTML кнопку с текстом 1. Для этого я делаю небольшую коррекцию у себя. Видите, добавляю 1 в нашу кнопку. Сама задача должна работать следующим образом. Я буду в поле ввода вводить какую-либо цифру, нажимать на кнопку, и эта введенная цифра должна прибавляться к вот этой, то есть к единичке нашей. Это говорит о том, что при клике я должен был увидеть 31. Если я кликну повторно, 61, повторно 91 и так дальше. То есть при каждом клике я буду добавлять цифру из нашего поля ввода к тексту этой кнопки. То есть по факту визуально к этому тексту, к этой цифре 1. Решение этой задачи буду писать в теле функции, это вот здесь, и начну с того, что получу значение из нашего поля ввода. Ниже я получу текст из нашей кнопки в переменную b9. Текст циферка 1 находится именно в теге button, и значит я должен именно у нашей кнопки брать эту циферку 1. Ее я возьму с помощью inner.html. Как вы помните, в программировании, когда мы забираем какие-либо данные из нашей HTML-странички, они почти всегда строкой. И это значит, что вот эти переменные тоже строкой. Мне нужно преобразовать их в число. Чтобы это сделать, я поставлю плюсик тут и тут. Эти маленькие коррекции помогут мне поменять тип данных. И после того, когда у нас уже тут только цифры, мы можем очень легко прописать дальнейший ответ, а именно сказать, что inner.html будет равняться новому значению. Это цифра из поля ввода плюс цифра, которая стоит в нашей кнопке. И когда я захочу проверить, я в поле ввода впишу какую-либо цифру, нажму на кнопочку и видите, посчиталось. Нажму еще раз и еще раз посчиталось. Переходим к 10 задаче. В ней нам нужно было из нашего HTML файла подключить такой тег, как body. Я для этого сделаю переменную body и скажу, что она равняется следующему. Document.querySelector. И здесь я прописываю body. Именно то, что было по задаче. Обратите внимание, я вот сюда специально не поставил точку. Это связано с тем, что вот в такой конструкции я сейчас из нашей HTML-странички забираю именно тег body. Тег body это вот эта штука. По нашей задаче нам нужно было с помощью inner.html в body присвоить следующее, пустую строку. Вот так.
Такой записью я по факту удалил всю нашу страничку. Если вам нужно удалить весь сайт или всю страницу, вы можете сделать это с помощью вот такой записи. Она гарантированно сработает. На этом все. С вами был Бананомастер, разработчик, который может объяснить все.